Привет! Наверное, нужно было, чтобы жара в Израиле стала настолько невыносимой, что мы поняли, что в эту субботу нужно идти в музей. И был выбран Иерусалимский музей искусства ислама. Искусство ислама меня не очень вдохновляет, но именно здесь выставлена совершенно уникальная коллекция часов, с которой связана прямо-таки детективная история. Но все по порядку. Музей был основан в 1974 году Верой Брайс Соломонс, дочерью английского адвоката еврейского происхождения сэра Дэвида Соломонса, который владел уникальной коллекцией часов и механических инструментов. В абсолютной темноте в витринах сверкают абсолютно уникальные шедевры. Все экземпляры этой коллекции изготовлены в единственном экземпляре. В коллекции более 200 сложнейших экземпляров часов. Значительную часть коллекции составляют часы, изготовленные знаменитым французом швейцарского происхождения Абраамом Луи Бреге. Этот часовщик основал знаменитую марку Брегет, о существовании которой многие из нас узнали благодаря знаменитому роману Пушкина. Помните, пока в утреннего моря, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. И там гуляет на просторе, пока недремлющий бригет не прославит ему обед. Самый ценный экспонат музея – это часы, заказанные для Марии Антуанетты и ее тайным поклонникам, без ограничения цены и времени изготовления. Их делали 44 года. Часы состоят из 823 деталей из золота, сапфиров и бриллиантов. «12 механических систем в одном заводе. Они заводились покачиванием и показывали время, дату, температуру, производили музыку и говорили, сколько осталось до окончания завода. Марии Антуанетте не суждено было владеть этими часами. Их изготовление было закончено лишь через 30 лет после казни королевы. По оценкам специалистов, часы Марии Антуанетты сегодня стоят около 30 миллионов долларов. Разумеется, столь высокая стоимость этих часов, как и всей коллекции, не могла не служить приманкой для грабителей. И однажды знаменитая коллекция была похищена. Это случилось 15 апреля 1983 года. Служащие музея, придя утром на работу, обнаружили пропажу большей части уникальной коллекции часов, в том числе и знаменитой Марии Антуанетты. В общей сложности было похищено 106 экспонатов. Расследование по горячим следам ни к чему не привело, и следствие было вынуждено признать, часы исчезли безвозвратно. В течение 2 десятков лет о пропавшей коллекции
не было известно ничего. В 2006 году совершенно неожиданно некоторые часы из коллекции всплыли. К руководству музея обратился торговец антиквариатом с предложением, поступившим от его клиентки, о продаже нескольких пар часов для коллекции музея. Клиентка Нили Шамрат, вдова Наамана Дилера. В предложенных экземплярах работники музея узнали пропавшие экспонаты. Судя по всему, грабителю так и не удалось извлечь существенную выгоду от награбленного, и, умирая, он попросил свою жену избавиться от коллекции. Кстати, после похищения коллекции из музея фирма Breguet решила с максимальной точностью воспроизвести уникальные часы Марии Антуанетты. На основе сохранившихся чертежей была изготовлена копия, которая была продана на аукционе за $3 миллиона. Закончилась эта история обнаружением в депозитных сейфах США, Европы и Израиля 96 пар часов из 106 похищенных, арестом Нили, 5-летним условным сроком и приговором в виде общественных работ. Часы, в том числе часы Марии Антуанетты, были возвращены в коллекцию. А это единственный сохранившийся экземпляр из 10 часов, участвовавших в конкурсе часов для Версальского дворца. Стеклянные трубочки в нижних фонтанах и лошадиных головах начинают вращаться, когда часы бьют, создавая полную иллюзию льющейся воды. Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле.